Привет! Мы продолжаем наше путешествие по израильской пустыне Негев. И сегодня наш путь лежит в парк Тимна. И это самая значимая достопримечательность юга Израиля. Вперед исследовать! Нас ждут уникальные природные формации, невероятной красоты каньоны и природные арки. Нас ждут знаменитые копи царя Соломона, а еще мы увидим наскальные рисунки времен фараонов и храм богини Хатхор. И в завершении нашего путешествия мы собираемся посетить копию скинии Завета в натуральную величину. Это шатер, который Бог повелел Моисею построить в качестве передвижного святилища во время исхода евреев из египетского плена в землю обетованную. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске. Парк Тимна расположен в 30 километрах от Эйлата, и добраться до него очень просто. И лучше всего это сделать на машине, потому что парк очень большой. Наша первая остановка – Гриб. Это очень необычно и красиво. Но этот сморчок не единственный гриб здесь. Как вам вот такое творение природы? На протяжении веков ветер, влажность и водная эрозия сделали из породы мягкого песчаника вот такое образование. Это так необычно, и он такой одинокий. После винтовой скалы, ну или, если хотите, тортика, и очень фотогеничной арки, откуда прямо не хочется уходить, наш путь лежит к самой грандиозной природной формации парка – Соломоновым столбам. Свое название столбы получили в честь царя Соломона, который построил первый храм в Иерусалиме по велению Бога. Соломон дал имена двум бронзовым колоннам при входе в храм – Боаз и Яхин. Боаз был прадедом царя Давида, отца Соломона, а Яхин – внуком Иакова, родоначальник 12 колен Израилевых. Именно эти колонны и называют Соломоновыми столбами. А колоссальные скалы в Тимне воплощают и олицетворяют мощь этих величайших элементов храма. Ну что ж, Соломоновы столбы – это не только сами столбы. Это еще и храм богини Хатхор. Побежали наверх. Ребята, тренируйтесь регулярно, и тогда вам будет легче, чем мне. Есть к чему стремиться. Подумаю об этом завтра. Ну что ж, посмотрим, куда мы прибежали. Пойдем. Ух ты. Ну и заодно инстаграмные фоточки. Типа вот так. А что у нас здесь? Вау! Обалдеть! Это настенная гравюра.
На наскальном рисунке изображен Рамзес III, который преподносит дары богине Хатхор, богине любви и красоты, и по совместительству покровительницы шахтеров и искателей кладов. В принципе, ее видно вот так. Но нужно знать точно, где она расположена. Вот для этого существует... Вот этот вот видоискатель. Он не увеличивает, но он дает фокус вот именно на то изображение. И это грандиозно. Этому наскальному рисунку несколько тысяч лет. А у подножия скалы храм богини Хатхор. В этом храме было найдено несколько сотен артефактов, в том числе и изделия из меди. Наскальный рисунок, который мы здесь увидели, самый впечатляющий, но не единственный в Тимне. И мы направляемся к скале с наскальными рисунками времен фараонов. А пейзажи вокруг просто дух захватывает. Мы прибыли сейчас в уникальное место. В принципе, в Израиле все уникально. Куда ни ступи, везде найдешь что-то уникальное. Но вот именно в этом месте есть древние наскальные рисунки, которым несколько тысяч лет. Но вот здесь трудно вообще что-то понять. Но то, что можно понять, это, например, вот животное, человек, еще один человек. Ну вот, в принципе, все, что я поняла. Но это просто вот человек. Очень странный, но все-таки руки, ноги есть. Поэтому человек. Ой, вы знаете, а здесь написано, что это женщина, которая рожает. Женщина рожает в древнем Израиле. Или древний Египет, что здесь было раньше. Но сначала Египет, потом Израиль, наверное. Но рожали и тогда, и тогда. И в Египте, и в Израиле. Но вот здесь просто искусство. Верблюды, река, пальма. Понятно любому. Ну что, пойдем сейчас все это смотреть в натуральном виде. Нам туда. Но вот здесь рисунки сохранились четче всего, потому что сверху оно как бы прикрыто скалой, и поэтому здесь можно увидеть это четко. Животные, воины, колесница. Так, а где женщина, которая рожает? Ну, в общем, рожающую мы женщину не нашли. Ну, как бы логика в этом есть. Там, где охотились, там не рожали. Рожали, наверное, в других местах. Ребята, второй объект – это шахта. Шахта, по которой добывали руду. Почему это шахта? Потому что здесь есть выемки для ног. Вот видите? Очень четко, и они идут вверх. Представляете? Долбили горы. Вы видите вот эти ступеньки? Вот, это выемки для ног. И пошел вверх, и пошел. Представляете? Обалдеть! И вот так до самого верха. Я стою в шахте. Посмотрите, как наверху красиво. Я думаю, тот, кто работал, ему до красоты дела не было.
Ребята, посмотрев на эту гору, я поняла, что египетские старатели были лентяи еще те. Руду они, конечно, добывали, но в свободное от работы время или делая вид, что они работают, они тут малевали стены. Выражали себя как могли. И в завершении нашего путешествия скиния Моисея. Но вы знаете, это настолько значимый объект, что ему я решила посвятить отдельное видео. Подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить. Всем пока!